С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодняшний выпуск посвящен первой крупной наступательной операции американской армии во время Первой мировой войны, а именно сражению за Сен-Миельский выступ, который проходило с 12 по 16 сентября 1918 года. В сюжете использованы уникальные кадры кинохроники, снятые фронтовыми операторами более 100 лет назад. В связи с принятым планом наступления, войска Антанты продолжали активные действия на Западном фронте, достигнув успеха в Амьенской операции, и на фронте от Суазона до Араса союзники последовательно теснили германскую армию с ранее захваченных территорий. И теперь важнейшей задачей для армии Антанты была задача ликвидировать Сен-Миельский выступ, который образовался еще в сентябре 2014 года при попытке немцев прорвать французский фронт южнее Вердена. Выступ пересекал железнодорожную магистраль Париж-Верден-Нанси и во многом обеспечивал быстрый переброс резервов и снабжение кайзеровских войск южнее Арденн, а также прикрывал стратегически важный город Мец. Проведение операции возлагалось на войска первой американской армии под командованием генерала Джона Першинга. Американцам ставилась задача ликвидировать Сен-Миельский выступ, выйти на рубеж Нуруа-Димон и тем самым занять выгодные позиции для дальнейшего наступления. К проведению наступления также привлекался второй французский колониальный корпус генерала Бланля. План операции предусматривал нанесение 2 ударов по сходящимся направлениям под основание выступа с целью окружения находившихся там германских войск. Главный удар наносился по южному фасу выступа, а вспомогательный с западного направления. Наступление назначалось первоначально на 10 сентября, но в связи с тем, что французская тяжелая артиллерия к указанному сроку не успела занять позиции, операцию пришлось отложить на 12 число. К началу наступления американское командование сосредоточило на фронте протяжением в 64 километра 17 пехотных дивизий, 3 из которых французские, 2900 орудий, 273 танка и 1100 самолетов. Большую часть тяжелого вооружения американцы получили от французской армии. С немецкой стороны Сен-Миельский выступ оборонялись 7 сильно ослабленных дивизий группы армий Гальвица, имевших в своем распоряжении 560 орудий и около 200 самолетов, включая авиацию соседних участков. Также 3 дивизии находились в резерве. В результате превосходства над немцами, учитывая тот факт, что американская дивизия более чем вдвое превышала германскую, было подавляющим. На направлении же главного удара оно было 8-кратным. Немецкое командование уже 11 сентября получило информацию о готовящемся наступлении и начало отвод войск на заранее подготовленную позицию в тылу Сен-Миельского выступа, который должен был закончиться 12 сентября к 4 часам утра. Однако к началу американского наступления эвакуация была еще далека до завершения. 12 сентября в час ночи союзники начали артподготовку. И хотя большая часть американской артиллерии била впустую, обстреливая брошенные окопы, часть дальнобойных орудий на некоторых дорогах все же накрыла отступавших германцев. В 5 часов утра при поддержке танков началась атака на южном фасе силами 1-го корпуса генерала Лиджета и 4-го корпуса генерала Дикмана. А в 8 часов перешли в наступление части, занимавшие позиции на западном фасе Сен-Миельского выступа. Первая линия немецкой обороны была быстро захвачена, так как германцев застали еще в процессе эвакуации своих частей с выступа, и кроме того они уже отвели большую часть своей артиллерии. Тем самым их полномерный отход был сорван. Дивизии корпуса Лиджета к 13 сентября вышли к высотам севернее Теокура и столкнулись с сильным сопротивлением. В этих боях принимал участие и будущий американский генерал Паттон, где получил пулевое ранение в тот момент, когда запрашивал помощь для группы танков, застрявших в непроходимой грязи. Корпуса Дикмана и Камерона быстро прорвали оборону немцев на своих участках, наступая по сходившимся направлениям, и достигли Виньоля. На этом наступление было приостановлено. Командир 1-го корпуса Лиджет просил генерала Першинга немедленно возобновить атаку к северу от Сен-Миеля, так как немцы, лишенные поддержки своей артиллерии, фактически не оказывали американцам никакого сопротивления. Приказ Першинга корпусам Дикмана и Камерона о продолжении наступления поступил в войска лишь к ночи. За это время германцам удалось вывести из полуокруженного выступа более 40 тысяч человек. В течение 13 и 14 сентября корпуса Дикмана и Камерона вели бои на соединение с корпусом Лиджета, который в это время
отражал мощные контратаки германских войск. Немцы тем самым планировали задержать продвижение американцев к новой линии обороны на позиции Михель. В итоге развить наступление к линии Гинденбурга и овладеть городом Мец американцам не удалось. Позднее генерал Першинг вспоминал: без сомнения, немедленное продолжение наступления вывело бы нас далеко за позицию Гинденбурга и, возможно, привело бы в Мец. К 15 сентября американские дивизии достигли новой немецкой линии обороны на рубеже Нуруа-Димон. На этом операция была завершена. Сен-Мигельский выступ был ликвидирован. Линия фронта сократилась на 24 километра. Германские войска за 4 дня боев потеряли только пленными 15 тысяч человек и более 430 орудий. Общие потери американцев составили более 8 тысяч человек. Сен-Мигельская операция стала первой самостоятельной операцией американской армии в Первой мировой войне. Наступление в целом было успешным, но боевые действия показали слабость боевой подготовки войск и отсутствие опыта у американского командования. Так, например, большая часть союзной артиллерии била по пустой территории, поражая брошенные немцами позиции. Американцы своевременно не выявили отход противника. Перед началом операции было слабо отработано взаимодействие между пехотой, танками и авиацией. Уже во время наступления дороги были настолько забиты войсками, что практически невозможно было быстро перебрасывать артиллерию и танки на новые позиции, а также был сорван план полного окружения немецких войск, находящихся в выступе, даже при учете их слабого сопротивления.